Всем доброй ночи. Дорогие друзья, когда-то Индией правили великие моголы. Династия великих моголов – это потомки Чингисхана, а точнее Тамерлана, потому что именно после него, то есть пошла вот эта ветвь великих моголов, переведя на наш язык, монголы. Дом великих моголов, который правил Индией. Один из знаменитых монархов династии великих моголов был Акбар. Шах Акбар, который, в принципе, правил очень удачно, и у него очень много завоеваний, он был законодателем. У него случилось в жизни такое происшествие, когда враг напал на него с ножом, пытаясь нанести удар ему в сердце. Он схватил его руку и сказал: «Неправильно ты целишься, неправильно. Нет у меня сердца. У кого есть сердце, у того не будет ни побед, ни жизни». И, ударив его обратно своим же кинжалом, убил. Уходя из жизни, Акбар сказал своему сыну: «Если ты хочешь жить, быть великим правителем, если ты хочешь достичь в этом мире чего-либо, убей свое сердце». И ушел. Почему он дал такое наставление своему сыну? И в чем была причина его такого отношения к сердцу? Сердце, которое у всех народов считается пристанищем чувств, любви, эмоций, самых высоких порывов. Так ли плохо быть эмоциональным человеком, добрым человеком? Так ли плохо быть щедрым, желающим помочь всем? Так ли плохо быть добрым? Нет. Однако все должно быть в меру в этой жизни. Когда мы чрезмерно мягкие, сердечные люди, то мы получаем очень много ударов от людей, которым мы делали добро. Это не означает, что все люди, которым мы делали добро и которым мы были милосердны и добры, обязательно должны нас предавать или не ценить то, что для них было сделано. Нет. Но те, кто нам благодарен, благодарны молча. Есть такое выражение: благодарность молчит, а неблагодарность кричит. Это грузинская поговорка. Все, кто благодарен, он молча благодарен, и об этом мало кто знает. Все, кто не благодарен, его крик, его вопль слышно всем. Вот в чем разница. Дорогие друзья, сильная женщина, которая влюбляется, которая готова ради мужчины на многие жертвы, которая отказывается от своей карьеры во имя него, которая создает семью, пытается делать все для того, чтобы ее муж поднялся, добился всего, считая себя второстепенной. Мол, я перебьюсь, ничего страшного, это не главное. Главное, чтобы мой любимый достиг успеха. Главное, чтобы мой любимый был в центре внимания. Его карьера важнее, его имя важнее, чем мое. Через некоторое время начинает замечать, что
все жертвы во имя этого мужчины были напрасны, потому что мужчина поднялся, мужчина достиг всего, и мужчина оставил ее и ушел. Предал. И все те годы, которые были потрачены на этого человека, не восстановить. И карьеру с нуля не начинать. Образование не закончено. Ничего не достигнуто. На руках дети, разбитая жизнь и, может быть, уже разделенное имущество. Одним словом, дорога в никуда. Сердце. Любовь. Любовь ее оставила ни с чем, обездолила. Любовь уничтожила все ее мечты и планы. Любовь ее остановила. А ведь если бы она любила в меру, любила его и себя в том числе, то наверняка получила бы образование дальше, наверняка нацелилась бы на свою карьеру, на свой рост духовный. Наверняка она была бы самодостаточная женщина. У нее была бы карьера, профессия, деньги, самостоятельность, независимость от мужчины. И навряд ли от такой женщины мужчина бы ушел. Потому что мужчина тоже вполне расчетливо полагает, что вот с этой женщиной есть будущее, на эту женщину можно полагаться, эта женщина умна, сильна, эта женщина друг и соратник. Но когда женщина всецело отдается мужчине, когда жертвенно живет ради него, через некоторое время замечает, что ее духовный рост остановился, а он поднялся. И, быть может, мужчину здесь и винить не стоит. Может быть, она стала ему неинтересна. Обабилась она. Располнела, растолстела, перестала заниматься собой. Она потеряла свою женскую привлекательность, очарование. Разочаровался он. И ты этому мужчине не объяснишь, что ты знаешь, вот она тебе подарила свою молодость, жизнь. Пока ты работала, она обеспечивала все в доме, чтобы ты лишний раз не отвлекался на бытовые проблемы. Она воспитывала твоих детей. Не каждый мужчина способен это оценить, понимать. Жертвенность, идущая от сердца, любовь. Наверное, к тому моменту, когда она осталась одна, годам 50, ни с чем у разбитого корыта, быть может, зная заранее слова Шаха Акбара о том, что нужно убить свое сердце, может быть, она бы согласилась с этими словами. К сожалению, неопытность, молодость, чувства, эмоции. Человек становится жертвой своей любви к другому человеку. Иногда человек становится жертвой своей любви к своему ребенку. Нужно ли собой жертвовать во имя ребенка? Если он попал в беду, да. Во имя ребенка родитель обязан даже в ад спуститься. Но должен ли родитель потакать ребенку? Становиться жертвой его желаний? Нет. Он должен убить свое сердце в этот момент для того, чтобы спасти своего ребенка, вытащить его из бездны, из беды. А как поступают матери, когда сын пьет? Или еще хуже, колется? Что они делают? Они потакают его пороку. Они тайком от отца могут дать деньги, лишь бы дома не было скандала. Они следят за тем, где сын пил, не пил. Они обеспечивают ему быт, еду, одежду. Они не бросают его на произвол судьбы. Естественно, человеку незачем оставлять эту привычку, потому что ведь есть мать, с которой можно выть веревки, которым можно
которой можно выплакаться, обещать, что вылечится, что уже одумался, понял все. И дальше продолжать пользоваться ею до того момента, пока либо мать не умрет, либо он не умрет от такого образа жизни. Не любовь ли губит этого человека? А если попробовать убить свое сердце, оставить его одного с этими проблемами, когда он в своем затуманенном мозгу все-таки поймет, придет к тому, что нечего жрать, негде спать, никто не платит коммунальные платежи, отключает свет, воду, безысходность полная. Что делать? А делать следующее – лечиться или погибнуть. И поверьте мне, что такие люди очень эгоистичны и очень любят жить. Но жить за счет других, за счет чужой жизни, чужого здоровья, чужой судьбы, но жить. И когда такой человек понимает, что у него выхода нет, он начинает лечиться, он берет себя в руки. И таких историй множество, когда родители оставляли просто оставляли его в этой квартире и просто исчезали из жизни, уезжали. Через некоторое время, поняв, что он просто остался ни с чем, без еды, без воды, без помощи, в воздухе, он умолял везти в клинику и вылечить, потому что погибал, потому что понимал, что он опустился на самое дно жизни. Вот это убитое сердце помогло им спасти своего ребенка, когда эмоции были отключены. Когда ко мне приходит человек и начинает выть, я этому человеку не помогаю. Потому что человек, который руководствуется только чувствами и эмоциями, с этим человеком работать бесполезно. Он не будет делать то, что ты говоришь. Он будет каждый день выть, жаловаться на судьбу и просто шантажировать тебя тем, что я не хочу жить. У меня было много таких случаев, когда звонили мне посреди ночи: Инга, я хочу вот сейчас прыгнуть с балкона, я не хочу жить, я не знаю, что делать. И я в то время их успокаивала, разговаривала, пыталась их как бы привести в чувство. Никто это не ценил потом, естественно. Но потом, когда я убила свое сердце, и когда мне звонили с тем, что я хочу прыгнуть с балкона, ради него он ушел, я не хочу жить, я говорила: прыгай. Почему мне звонишь? Пожалуйста, вот тебе балкон, вот тебе пространство, прыгай без проблем. Вы думаете, они прыгали? Кто хочет прыгнуть, тот не звонит никуда, просто идет и прыгает. Это просто метод привлечь внимание, метод забрать чужую энергию, насытиться и почувствовать себя хорошо, метод скинуть на других людей свои проблемы. Более ничего. Человек, которому действительно нужна помощь, он никогда не просит, он стесняется, он не умеет это делать, как ни странно. Дорогие друзья, Вселенная создавалась разумом, не сердцем. Силы, которые руководят нашей судьбой, руководят разумом, не сердцем. Если ты перешел грань и нарушил закон мироздания, тебя накажут. Если ты сделал хорошо, тебя поощрят. И никто из них нас не любит и не ненавидит. Сила смерти даже нас не любит или не ненавидит, а просто выполняет свою функцию. Пришло время — забирает. Не пришло время — защищает. Так должно быть, так положено, и оно так и делается. В этом мире должен руководить разум, а не сердце. И в жизни, и в семье, всюду. Разум и есть самая главная эмоция. Разговор со своим ребенком. Полюбовно, мягко, но разумно. Невозможно, любя своего ребенка, разрешать ему все, потому что ты его любишь. У меня сын иногда просится по вечерам гулять. Я ему не разрешаю, потому что я считаю, что еще возраст не тот,
чтобы одному выйти на улицу и гулять в темное время суток. Может быть, мое сердце хочет ребенку дать возможность, выйти. Я понимаю, подросток растет, хочет свободы больше, но мой разум запрещает, потому что мой разум говорит, рано еще давать ему такие поблажки. Может, ваше сердце хочет своего ребенка порадовать, купить мотоцикл, но разум должен вам запретить это. Потому что очень много раз родители становятся жертвами своего сердца, своих эмоций, позволяла я своему ребенку нечто то, что не надо было позволять, и не пришло время. Позволяя это, потом очень горько сожалеет, потому что ребенок разбивается. Единственный ребенок, на который возлагалась вся надежда, разбивается, и все. И их сердце, которое стало выше их разума и холодного рассудка, играет с ними злую шутку. Твое сердце хочет еще родить детей, чтобы у тебя было много детей, большая династия. Но разум тебя должен останавливать, потому что ребенок требует внимания. Ребенка нужно поднять на ноги. Ребенку нужно устроить жизнь, ребенку нужно оставить жилье, имущество, что-нибудь. Потому что если ты рожаешь в этот мир ребенка, даешь ему жизнь, ты уже несешь за него ответственность. Твой разум должен понимать, сможешь, потянешь или нет. Хотя сердце очень хочет. Хочет, потому что хочется кому-то дарить свое тепло. Когда один ребенок вырастает, ты хочешь почувствовать это сладость материнства с другим ребенком, маленьким, который напомнит тебе о том, что ты мать. Но твой разум берет верх, и ты понимаешь, нет, я должна поднять одного ребенка достойно. Однако, что мы видим, что случается с теми людьми, у которых сердце берет верх над разумом? Ведь не только же алкашки рожают много детей, и все они больные и инвалиды. Нет, есть вполне нормальные женщины, не пьющие, где-то верующие, которые рождают друг за другом 13, 15, 20 детей, которые ходят в чужих обносках. Когда у них спрашивают, почему вы родили, если вы не знали, потянете ли ребенка, их ответ такой: я люблю детей. Верю, охотно верю, что они любят детей. Они любят не детей, они любят определенный возраст детей. Вот ребенок вырос после 3-4 лет, уже не интересен, они хотят еще новую игрушку теперь. Рождают новую игрушку. Вот эта игрушка выросла, уже 3-4 годика, все уже неинтересно, он уже не лепочет, он уже вроде разумный, понимает. И они скучают по тем временам, когда вот у них такая Мася бегает, разговаривает, зависит полностью от них. Рождает следующего. Они играются так, они удовлетворяют свое сердце, свои сердечные потребности, эмоции, радость. Но разум у них спит глубоким сном. Вот таким людям тоже нужно убивать свое сердце, уничтожить это желание сердца и прислушаться к разуму, и понимать, что твоя функция не только в том, чтобы родить, а еще и воспитать, и поднять, и дать столько тепла, сколько нужно. Если ты можешь это сделать, если ты в состоянии, пожалуйста, хоть 40 рожай. Но ведь мы знаем, что, к сожалению, мы пока еще не в том экономическом состоянии, чтобы суметь поднять 10-12 детей как положено. Всегда эти дети будут страдать, всегда им будет не хватать. Дорогие друзья, люди из-за сердца и сердечных эмоций и чувств убивали друг друга. Вызывали друг друга на дуэль, стрелялись из-за женщин, брали города и разоряли страны из-за женщин. Это было связано с сердцем. Они думали не разумом, а сердцем. А история показывает, что все те люди, которые могли убить в себе свои эмоции и думать разумно, всегда выигрывали.
Но те люди, которые поддавались эмоциям, поддавались душевной боли, которые позволяли боли души и сердца властвовать, взять верх, они не оставляли свой след в истории. Они сгинули в никуда. Женщина, которая сначала любит, потом смотрит на то, насколько этот человек достоин любви, всегда проигрывает. Женщина, которая любит жестокого человека, человека, который издевается над ней, не думает о ней, не заботится о ее детях и так далее, но она все равно сердцем его любит, то есть ее сердце берет верх над разумом, рано или поздно начинает болеть различными болезнями. На нервной почве ее жизнь сокращается. Ее дети не могут устроить свою жизнь, потому что перед ними была модель совершенно ненормальной семьи. Эта женщина проигрывает, ее генетический вот этот вот элемент не дает никаких достойных плодов. Их может и много, но там все искалеченные люди. То инвалиды, то больные, то морально-душевные калеки. То есть проигрывает весь род, целое поколение людей проигрывает из-за эмоций одной женщины, которая не смогла обладать собой и изгнать, выгнать мужика, который глумился над ней и над ее детьми. Ее сердце, ее эмоции, ее эмоциональные желания были выше ее разума. Задумайтесь над тем, сколько раз мы жертвуем собой ради друзей, ради знакомых, ради любимых. И получаем ли мы когда-нибудь, когда-либо награду за все это? Очень редко. Убейте в себе сердце и живите разумом. И вы увидите, что вы большего достигнете. С одной женщиной мужчина ведет себя совсем по-другому, с другой совсем по-другому. Женщина, которая готова тапки в зубах носить, абсолютно не ценится. Она живет своим сердцем, эмоциями, чувствами. Она готова молиться на него, вокруг плясать, как вокруг елки. Все делать для него, покупать ему, одевать его, делать ему, забывая о себе, что она тоже существует на земле. И она превращается в какое-то быдло, в какую-то доярку, рано или поздно, кухонную такую гусыню. А он представительный, красивый мужчина. И через некоторое время он смотрит на нее и думает, а что я с этой вообще делаю здесь? Потому что это превратилось в некое такое подобие коровы. И когда такой одетый, красивый, весь упакованный дяденька ложится в постель рядом с этой коровой, которая уже забыла о том, что она женщина, что ей нужно, может быть, ногти красить, волосы красить, может быть, и эпиляцию делать, извиняюсь за подробности. Вообще забросила себя, но вовсю просто предана мужчине, а потом жалуется на то, что вот он такой-сякой, меня не оценил. Он не оценит тебя, потому что для мужчины внешность тоже не играет последнюю роль. Ухожены женщины. Есть женщины, такие толстухи, которые очень красивые, вы знаете, ухоженные, от них просто харизма. Вот они настолько интересные женщины, что ни одна фотомодель даже близко не стояла. Это зависит от харизмы женщины, от того, насколько она себя может преподнести. Но если женщина думает только сердцем, забывая о разуме, она обязательно проигрывает. Потому что рано или поздно он просто повернется, и он потеряет интерес к ней. И как к сексуальному объекту, и как к женщине, как к партнерше, как к другу. Абсолютно потеряет. Ему не объяснить, что это все тебе было отдано. Поэтому она себя забросила, но боготворила тебя. Его это не интересует. Он видит результат всего. Вот стольких лет жизни с этой женщиной, что эта женщина превратилась непонятно в кого, а он такой красивый, что он с ней вообще рядом делает. И он ушел. И вы потом приходите, вот он гад такой, меня не оценил, я вот то сделал, это сделал. Никого это не интересует. Вот если бы ты одевалась, если бы ты смотрела за собой и так далее, то тебя бы оценил и он, и твои дети. А здесь получается, что ты никому уже не интересна и не нужна. Ты отдала всю себя им, а себе ничего не оставила. Ты опустошилась. Ожидала благодарности, но не получила этого.
Потому что ты руководствовалась сердцем, а надо было разумом. Разумно. Женщина, которая заставляет себя уважать, она руководствуется разумом. Никто не говорит, что те женщины, которые руководствуются разумом, у них нету сердца, они бессердечные какие-то твари. Нет. У них есть огромный опыт, они просто знают, к чему приводят эти сердечные страдания, эти все сердечные дела. Ни к чему хорошему это не приводит. Я очень мало знаю людей, которые поженились бы по сумасшедшей любви просто и остались вместе. Они руководствовались сердцем, они не посмотрели друг на друга немножко другими глазами. Знаете, есть у армян такое выражение «посмотри глазом купца». То есть приценивайся, посмотри, что ты берешь, что за товар ты берешь к себе. Любовь. Сумасшедшая любовь. Сколько было в дни моей юности таких историй, когда они сбегали вместе, женились тайком, потом целая история, там семья на семью шла, в общем, где еле-еле договорились, прожили лет 10, 2 детей, и потом разошлись. А любовь была сумасшедшая. Встречались за нашей школой, там тайком целовались, и чего только не было. И мы их прикрывали, и мы там стояли на шухере, чтобы родители не увидели. У них была сумасшедшая любовь. Но почему-то это закончилось не тем. Потому что люди в стародавние времена были очень разумны, когда они приценивались, когда, выдавая дочь замуж, они узнавали весь род, всю семью, кто они были ли у них пьяницы, душевно больные, были ли у них... Потому что, дорогие люди, любой человек рано или поздно уподобится своим родителям. Если мать его недочеловек, если мать его недостойный человек, и вы думаете, что нет, он-то не такой, он другой, он хороший. Вы руководствуетесь сердцем, вы любите этого человека, не хотите признавать очевидного. Но вы забываете, что его выносила и родила вот эта женщина, и она передала ему себя, свои качества. И как только он приблизится к возрасту своей матери, вот все эти качества вылезут наружу, потому что они думают одинаково. Если нам что-то не нравится, а наш ребенок сопротивляется, не хочет это понимать, поверьте на слово, что через несколько лет он точно так же будет думать, как и вы. Потому что генетически у вас связь с ним. И вы будете любить одинаковые вещи, ненавидеть одинаковые вещи. Но нету еще таких случаев, чтобы дети были абсолютной противоположность родителей. У них все равно это остается. И поэтому, когда вам кажется, что родители-то такие дрянные люди, но он такой хороший, я его люблю, и вот вы, вопреки общественному мнению, выходите за него замуж, через некоторое время его эти дрянные качества родителей выходят наружу. И ваше руководствование сердцем дает очень нехорошие плоды. И наверняка вы с ребенком на руках уходите от него. А потом он начинает вас позорить, порочить, ходить, говорить о вас гадости и так далее. И вы начинаете видеть, что они уже просто коалицию создали с родителями своими, с теми родителями, на которых он сплетничал, что я не такой, как мои родители, они такие сякие, я хороший. Вы отключили свой разум и доверили сердцу. И что вы получили в итоге? Ничего хорошего. И вы еще родили от этого рода, от этой семьи родили. Еще неизвестно, какие плоды дадут ваши дети потом. Потому что генетика продолжается. Волей-неволей вы продолжитель генетики этих людей. И что потом будет, еще неизвестно. Убейте свое сердце, если вы хотите чего-то добиться. Приценивайтесь, посмотрите на человека другим глазом. Откройте эту ширму любви, вот это пьяного состояния. Если вы хотите выйти замуж за человека, зная, что у него родители нехорошие люди, но вы хотите за него выйти, вы любите этого человека, значит, с ним по-другому обращайтесь. К нему применяйте иную тактику, чтобы вот эта змея
под названием генетика не подняла со временем голову. Вы изначально себя поставьте. Я сейчас приведу плохое сравнение, но как себя ставят собаки, например, в стае. Изначально, когда собаки знакомятся между собой, и как только один переходит грань, другой кусает. Сразу же показывает, что ко мне не подходи, я тебе это не позволяю, я не буду тебя терпеть. И тогда та собака, которая слишком шкодничала, сразу понимает, что нет, вот с этим-то вот это не пройдет. Там руководство разумом, а не сердцем. И если вы выходите за такого человека, и вы ожидаете от него все-таки каких-нибудь нехороших действий, изначально укусите его. Изначально скажите, поставьте его на место. Изначально ему дайте понять, что вы не будете терпеть. Вы не жертва, вы не должны растворяться в мужчине и считать, что единственное счастье в этой жизни – это мужчина. Нет, вы сами должны быть самодостаточной, богатой душой и быть счастливой из-за того, что вы просто есть в этом мире, что вас уважают, любят, без этого мужика. И когда он появится, он увидит сильную личность. Личность, которая от него не зависит. И поверьте мне, от такой женщины никто не уходит, никуда. Уходит от слабых женщин, от женщин, которые себя забросили, забыли о себе. И обижают тоже слабых женщин, тех женщин, которые позволяют себя обидеть. А ты повернись и укуси изначально. И покажи ей клыки. Я тебе не позволю со мной так обращаться. Со мной это не пройдет. И вы увидите, как шелковый становится человек. Если на одну женщину поднимал руку, на вас в жизни не рискнет даже громко говорить. Поверьте мне, потому что не зря сказано это. Разум должен быть выше сердца, дорогие друзья. Не верьте людям, которые говорят, делай, как твое сердце подскажет. Сердце ничего хорошего не подсказывает. История показала, и ваши судьбы показали. Сердце только тогда покажет хорошее, когда оно подчинено вашему разуму. Убейте свое сердце, следуйте совету Шаха Акбара. И вы увидите результат того, что я вам говорю. Всем удачи!